В ходе геологической истории Земли на территории, занимаемой Россией, сформировалось 13 непохожих друг на друга регионов, которые ученые называют физико-географическими странами. Существование таких стран измеряется миллионами лет. У каждой свое происхождение, своя геологическая структура, особенности рельефа, а значит и особые природные условия, которые определяют ее своеобразие. Их облик в разной степени изменен человеком. Но в каждой из них есть места, где природа сохранилась практически в первозданном виде. Это заповедники, куда мы отправимся, чтобы рассказать о странах, которые въездными визами служат только любознательность и желание путешествовать. Финно-Скандия – физико-географическая страна на северо-западе Европы, общей площадью около 2 миллионов квадратных километров. Названа по преобладающему на территории расселению скандинавов и финно-угорских народов. В ее российской части располагаются Мурманская область, Республика Карелия и часть Архангельской области. Финно-Скандия сложена кристаллическими породами Балтийского щита, гранитами и гнейсами. Это древние и очень прочные породы, из которых состоят фундаменты континентальных платформ. Обычно они находятся в глубинных слоях Земли, но здесь мы их можем видеть. Во многом благодаря ледникам, которые соскребали слой осадочных отложений, оставляя на поверхности эти камни, участвовавшие еще в образовании планеты. Большая часть региона находится за полярным кругом и выходит к Северному Ледовитому океану. Однако климат здесь для Арктики не так уж суров. Причина тому – теплое течение Гольфстрим, один из рукавов которого заходит в Баренцево море. В 150 километрах от Мурманска находятся Гавриловские острова, охраняемые Кандалакшским заповедником. В сопровождении сотрудников заповедника мы отправимся к островам, чтобы погрузиться в море и на себе ощутить тепло Гольфстрима. Конечно, это не будет погружением в теплую ванну. Вода холодная. Тепло нельзя почувствовать, а можно увидеть. Оно в разнообразии подводного мира, которое трудно ожидать в Арктике. Впрочем, первое встреченное нами существо – обитатель холодных вод, арктическая медуза цианея. Оказывается, она самое большое животное на планете. Ее щупальца достигают в длину 35 метров. Медуза-хищница, питается планктоном и мелкой рыбой. В одном из рассказов о Шерлоке Холмсе «Львиная грива» от ее ожогов погибает человек. На самом деле опасность яда цианеи сильно преувеличена. Он может вызвать у человека лишь сыпь или аллергию. Под водой у всех существ в распоряжении появляется то, чем на суше владеют только птицы – способность двигаться в 3 измерениях. Но за это приходится расплачиваться скоростью. Здесь даже звезды падают медленно. Много можно желаний загадать. Опускаясь вслед за звездой, мы словно оказываемся в пещере сокровищ. Разные виды рыб, морские ежи и звезды
Актинии всех расцветок похожи на драгоценности. В стороне от этого богатства куда-то бредет рак-отшельник. Часто можно встретить здесь и камчатского краба, привезенного сюда с Дальнего Востока и широко здесь расселившегося. Отовсюду за нами наблюдают сотни глаз. Светом своих фонарей мы внесли беспокойство в этот темный придонный мир. Но едва привыкнув, они продолжают свою повседневную жизнь. Ее основа питания, а принцип простой. Более крупный ест более мелкого. Хоботки асцидий неустанно процеживают кубометры воды, извлекая из нее питательные вещества. Волоски морского желудя, как пружинки, сгибаются и разгибаются, захватывая планктон. Хищникам здесь не обязательно быть ловкими и быстрыми. Придонное течение само приносит прикрепленным к скалам актиниям пищу. Подхваченное потоком сквозь заросли ламинарий плывет прозрачное существо, кажущееся совершенно безобидным. Но это грибневик, он тоже хищник, да еще какой. В день он может поглотить в 10 раз больше своего веса. Все здесь под водой необычно. Мы с сожалением покидаем этот причудливый мир, созданный теплом Гольфстрима. Теплое дыхание течения распространяется далеко на сушу. Климат здесь более мягкий, чем бывает на таких широтах. Лето влажное, а зимой часто бывают оттепели. Совершая обход, инспекторы заповедника Кивач крепко увязли на заснеженном озере. Полозья видавших виды буранов узкие, давление на лыжи большое. Однако то, что плохо на размокшем снегу, имеет преимущество в лесу. По ширине полозьев буранов инспекторы делают мостки через многочисленные ручейки и овраги. Браконьеры же пользуются в основном современными широкими снегоходами, которые здесь просто не пройдут. Приходится им сворачивать с дороги, а значит, у инспекторов больше шансов их задержать. Такая вот тактическая хитрость. Территория у заповедника небольшая. Пейзажи типичные для Карелии. Лес, озера, скалы. Впрочем, здесь есть и особая достопримечательность. Да какая! В честь нее заповедник и назван. Водопад Кивач, воспетый некогда местным губернатором и великим поэтом Гаврилой Романовичем Державиным. Алмазно сыплется гора с высот 4 скалами. Жемчугу бездны и серебра кипит внизу, бьет вверх буграми. В записках Державин писал: «Чернота гор и седина бьющей шумом и пенящейся воды наводит некий приятный ужас». Увы, сейчас мы уже не можем увидеть водопад таким, каким его увидел поэт. Высота не изменилась, он остается одним из крупнейших равнинных водопадов Европы.
но река Суна стала менее многоводной. Выше по течению построили ГЭС, и часть реки направили в Онежское озеро по искусственному руслу. Впрочем, и сейчас черно-желтая вода цвета торфяных болот, вскипающая между скал, производит впечатление. Суна – приток Онеги, одного из крупнейших озер Финляндии. На озере есть немало островов, самый известный из которых – Кижа. Зимой добраться до него из Петрозаводска можно только на вертолете. Погода была нелетной. Прождав в аэропорту целый день, мы обратились за помощью к музею-заповеднику Кижи, и нам предложили такой транспорт. Он забрал нас на северной оконечности озера, откуда до Кижи уже недалеко. Пожалуй, здесь мы видим один из самых поразительных примеров того, как человек дополняет красоту природы. Широкая гладь озера, низкие берега и вдруг эти устремленные вверх постройки. Эксцентричность и вместе внутреннее их спокойствие удивительно. У Преображенской церкви 22 главки, которые символизируют 9 ангельских чинов, 12 апостолов и самого Христа. Но ощущение нагромождения не возникает. Это величественный шатер, раскинувшийся под северным небом. Церкви 300 лет. По преданию, ее создатель, плотник Нестор, закончив ее, выбросил топор в озеро, потому что понял, что ничего подобного сделать уже не сможет. Кижский погост состоит из 3 церквей и колокольни. Преображенская летняя церковь, рядом зимняя, Покровская. Зима – время реставрационных работ. Есть легенда, что церкви построены без единого гвоздя. Это, конечно, не так. Даже каждую дощечку, лемех на главке приколачивают гвоздями. Остров не широк, но вытянут в длину. На нем множество других построек, привезенных сюда со всего Заонежья. Срок жизни деревянных строений небольшой. Здесь, в музее, их спасли от разрушения. Само Онежское озеро – один из уникальных природных объектов. Пробы, которые берут ученые, показывают, что у него чистейшая вода, несмотря на судоходство и предприятия, расположенные в его бассейне. Разумеется, это не продлится долго, если загрязнение будет продолжаться с той же интенсивностью. Ценность же озера имеет не только местное значение. По запасам пресной воды Онега занимает 2-е место в Европе. Недалеко от него находится и 1-е – Ладожское озеро. Его площадь около 18 тысяч квадратных километров. Это настоящее море, большое, бурное. Ладога известна своими ветрами и штормами, доставлявшими множество неприятностей корабельщикам. Как и полагается морю, на Ладоге есть острова, даже целые архипелаги. Они представляют собой гранитные скалы, выступы Балтийского щита. Слой плодородной почвы небольшой, однако здесь растут могучие деревья, которые буквально вцепились в камни. Самый большой и известный – монастырский остров Валаам.
монахи пришли сюда более 1000 лет назад. За это время они превратили скалистый остров в цветущий сад. Они высадили здесь растения, несвойственные северу – липы, дубы, ивы, черемухи. Деревья прижились, образовав с местными соснами и елями великолепные парки. Другие, менее крупные острова Валаамского архипелага людьми не заселены. На них можно увидеть уникальный пресноводный подвид кольчатой нерпы – ладожскую. Морские тюлени появились здесь после таяния ледника, когда озеро соединялось с морем. Потом уровень воды упал. Ладога стала отдельным водоемом. Постепенно вода ее опреснилась, а тюлени продолжали жить, приспосабливаясь к новым условиям. Только вот замкнутый ареал обитания делает этот вид очень уязвимым. За последний век популяция ладожских нерп сократилась с 20 до 3000 особей. Причины – браконьерства, загрязнение озера, беспокойство со стороны людей. Сохранением островных экосистем занимается природный парк Валаамский архипелаг, но необходимы меры по комплексной защите всего озера. Такова Финоскандия, северный край, относительно малозаселенный, где природа во многом сохранилась в первозданном виде. Однако экосистемы, существующие в сложных климатических условиях, очень хрупкие, а их восстановление проходит медленно, поэтому любое вредное воздействие может оказать непоправимый ущерб. Восточноевропейская равнина является одной из крупнейших равнин земного шара. Общая ее протяженность с севера на юг около 3000 километров, а с запада на восток – 2500 километров. Площадь свыше 4 миллионов квадратных километров. Поскольку большая ее часть расположена в пределах России, также известна как Русская равнина. Сердцем равнины можно назвать Валдайскую возвышенность, потому что здесь начинаются 3 ее главные речные артерии – Волга, Западная Двина, Днепр, расходящиеся по 3 направлениям – в Каспийское, Балтийское и Черное моря. Их истоки лежат недалеко друг от друга среди верховых болот в Оковском лесу, упоминаемом еще в древнерусских летописях. Часть этого лесного массива взята под охрану Центрально-лесным заповедником. Места дремучие. Даже и не верится, что мы находимся в самом центре европейской России. Впрочем, среди лесов разбросаны городки, поселки, деревни. Звери живут в непосредственной близости от человека. Иногда это соседство бывает для них спасительным. Молодую лосиху, убежавшую от волков, в заповедном поселке, конечно, не обидят. Но чаще встречи с людьми оборачиваются для зверей неприятностями. Этим медвежатам чуть больше месяца от роду. Еще несколько дней назад они спокойно сосали материнское молоко, лежа в берлоге. Но медведицу кто-то вспугнул, лесорубы или охотники. Она убежала, бросив детенышей. Не потому, что плохая мать, а потому, что она их тоже еще не разглядела. Они родились среди зимы, во время ее спячки, и материнский инстинкт у нее еще не проснулся.
Людям детенышей стало жалко, и их привезли сюда, в Центр реабилитации медвежат-сирот «Чистый лес». Его организовал научный сотрудник Центрально-лесного заповедника, доктор биологических наук Валентин Сергеевич Пажетнов со своей семьей. Главная задача центра – вырастить медвежат не для зоопарков и цирков, а для возвращения в природу, готовыми для самостоятельной жизни. Для этого была разработана специальная методика. В апреле, когда медведицы с детенышами выходят из берлог, приемыши переносят в лесной вольер. В ходе многолетних наблюдений за медведями ученые поняли, что главное в их взрослении не опыт, который передает им мать, а врожденные инстинкты. Медвежонок может самостоятельно научиться всему, особенно если находится в коллективе себе подобных. Впрочем, процесс ученые внимательно контролируют. Осенью большинство медвежат готовы к самостоятельной жизни, и их отпускают в лес. Методика оказалась действенной. Медвежата становятся полноценными зверьми, и тяги к людям у них нет. За годы существования центра в дикую природу было возвращено уже около 200 медведей. Восточноевропейская равнина исторически давно заселена людьми, поэтому многие заповедники здесь занимаются не только охраной, но и восстановлением численности видов, пострадавших от соседства с человеком. Вот еще один пример. В 1000 километрах к югу от Токовского леса, в бассейне реки Воронеж, находится Усманский бор, лесной массив, со всех сторон окруженный степями. Через него протекает небольшая речка Усмань. В тихих ее заводях и ручейках можно обнаружить небольшие плотины, а на деревьях – характерные погрызы. Здесь живут бобры. К началу XX века бобр в Евразии был практически истреблен. Всего оставалось около 1000 особей. Основная их часть жила в России, на Днепре, Оби, Енисее и реке Воронеж. Их разделяли 1000 километров. Единой популяции не было. Вид просто вымирал. Для его спасения здесь, на Усмане, в 20-х годах прошлого века был основан Воронежский заповедник. Вскоре в нем появилась бобриная ферма. Грызунов стали разводить и расселять по всей стране. Удалось добиться впечатляющих успехов. Бобры давно перестали быть видом, находящимся на грани исчезновения. Их насчитывается около 400 тысяч особей, и больше половины имеют воронежские корни. Разведением тут уже не занимаются, нет необходимости. Зато по сей день на реке Усмань можно встретить бобров, чьи предки спасли вид от уничтожения. Как и положено диким зверям, они очень осторожны. Удар по воде хвостом – знак опасности для других. Больше мы их тревожить не будем. Наш путь лежит дальше. Спустившись по Волге, мы оказываемся на прикаспийской низменности, ровной поверхности, часть которой ниже уровня моря.
Вся территория занята сухими степями и полупустынями. Есть гипотеза, что эти края – родина индоевропейцев. Здесь, между Каспийским и Черным морем, они жили долгое время, пока не расселились по всему миру. Получается, что бескрайние пейзажи должны быть в прапамяти многих из нас. У засушливых регионов центром притяжения становятся источники пресной воды. У одного из небольших озер мы остановились, но даже не могли ожидать того буйства жизни, которое здесь обнаружили. Несколько дней спрятавшись в засаде, оператор провел как будто в райском саду до появления в нем человека. Рано утром на озеро пришел волк. Люди во все времена нещадно уничтожали этих хищников, как будто не было злей врага. А волки выжили, но стали очень осторожны. Наблюдать за ними в естественных условиях – большая удача. Однако, к сожалению, зверь никак не может успокоиться. Несколько раз он глядит в сторону объектива. Но все же, очевидно, тревожит его не камера, а нечто происходящее справа. Поняв, что спокойно отдохнуть сегодня не получится, волк уходит. А через некоторое время на озере появляются те, кто, видимо, его и побеспокоил. Небольшой табунок коней. Но это не домашние кони, а мустанги, потомки одичавших лошадей. 2 жеребца и 2 кобылы. Настоящие дикие звери. В их повадках уже нет ничего от домашних животных. Гордые красавцы, привыкшие полностью полагаться на самих себя. Мустанги уходят, и на сцене появляются удивительные большеглазые животные с носами, похожими на хоботки. Это сайгаки, антилопы, жившие в местных степях еще с мамонтами. Некогда они населяли всю степную Евразию, пока не появились люди. Сейчас они остались только в Калмыкии и Казахстане. За 90-е годы их численность сократилась до 50 тысяч особей, на 90%. Вид был отнесен к категории находящихся в критическом состоянии. Для спасения сайгаков в Калмыкии был создан заповедник «Черные земли». Благодаря усилиям его сотрудников
удалось сохранить российскую популяцию. Но ситуация по-прежнему остается тревожной. Столь беззащитные перед людьми, сайгаки идеально подготовлены для жизни в сухих степях. Многие из самок, пришедшие сегодня к озеру, беременные. Они пришли пополнить запасы влаги перед тем, как отправиться в долгое путешествие. Детеныши они будут рожать далеко от водоемов, куда хищники из-за боязни обезвоживания заходить не рискуют. А самки не только выдерживают этот марафон, но и кормят молоком сайгачат, пока те не окрепнут. Через несколько дней они появятся у водоема уже с детенышами. Это озеро – настоящий звериный рай. Но, как ни странно, именно человек его и создал. По случайности. Газовики бурили скважины и вскрыли водоносный горизонт. Так появился этот небольшой, наполненный жизнью мир. Часть заповедной территории выходит к берегам большого естественного озера Маныч-Гудила. Оно является остатком водоема, соединившим в древности Каспийское и Черное моря. Маныч по-тюркски значит «соленое». Озеро в 2 раза солонее Черного моря. Здесь часто дуют сильные ветра, о чем говорит вторая, славянская часть названия Гудила. Вокруг озера мало человеческих поселений. Земли используют разве что для пастбищ. Поэтому озеро привлекает множество водоплавающих птиц. Здесь можно встретить кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу России. Селятся они колониями и прилетают на одни и те же места постоянно. Поэтому их гнезда превращаются в горки из тростника, которые они каждый год надстраивают. К ним присоединились бакланы и чайки. Кудрявые пеликаны не любят соседство других птиц, но удобное тихое место найти сложно, приходится им потесниться. Численность пеликанов падает из-за недостатка мест, пригодных для жилья. Сокращаются площади озер, пестицидами отравляется вода и уменьшается количество рыбы. А паре пеликанов, чтобы вырастить птенцов, за сезон гнездования требуется около тонны рыбы. И не какой-нибудь, а крупный, вроде леща, окуня, сазана. В низовьях Волги начинается самая большая речная дельта в Европе. Ее площадь 19 тысяч квадратных километров. Это край бесконечных проток и бесчисленных островов. Тут вся жизнь связана с водой. Сейчас весна, и воды особенно много. Половодьем затоплены огромные площади низких земель. Залитые луга становятся нерестилищами для рыб. Нет, кажется, ни одной лужи и колеи, где бы крупные рыбины не метали икру. Вода тут более теплая, чем в реке, и в ней много кислорода, что хорошо для икры и мальков. Им только нужно успеть родиться и уплыть обратно, пока вода не ушла. Такой ритм жизни существует столько, сколько и сама Волга. Но сейчас она зарегулирована водохранилищами. Резкий сброс холодной паводковой воды грозит гибелью икре и молоде. Или наоборот, ранняя ее задержка сделает мальков пленниками пересыхающих водоемов. Поэтому количество рыбы в Волге сейчас напрямую зависит от человека.
а рыба – главный источник жизни для многих видов, обитающих в дельте. У них сейчас тоже пора размножения и выведения потомства. В это время они наиболее уязвимы, потому что с появлением детенышей становятся менее мобильными и спрятаться им куда сложнее. Для сохранения видового разнообразия в дельте был создан Астраханский заповедник. Здесь обитает множество видов, связанных с водой. Но все же основу его фауны составляют птицы. Какие-то живут в дельте постоянно. Какие-то, как бакланы, гнездятся, а на зиму улетают на юг. Здесь они образуют самую большую популяцию в Европе. Другие птицы только останавливаются в своих перелетах, чтобы отдохнуть и подкормиться. Дельта принимает всех. Двигаясь вниз по одной из проток, мы выплываем на открытое пространство. Это Авандельта, мелкий широкий водоем, примыкающий к дельте. Край небольших островков, где селятся водоплавающие птицы. Всего в дельте встречается 280 видов птиц. Это больше трети обитающих по всей России. Впрочем, юг – это не только красивые закаты. Буйство жизни иногда принимает катастрофические формы. Это нашествие саранчи – настоящее бедствие, которое случается в засушливые годы. Из-за дефицита белка в рационе у обычной саранчи появляется походное потомство, которое даже по виду отличается от оседлых особей более яркой боевой раскраской. На своем пути она уничтожает всю растительность. Волга – главная река восточноевропейской равнины. Ее дельта – шумный перевалочный пункт, где север сходится с югом. Но есть тут и совсем экзотический вид – тропический цветок лотос, одно из чудес дельты. Очевидно, его семена перенесли сюда из Индии птицы в своих желудках. Он прижился и образовал самые северные плантации в мире. Есть что-то удивительное в том, что Волга, начинающаяся среди валдайских болот, поросших брусникой и клюквой, заканчивается здесь, среди зарослей буддийского лотоса, символизирующего конец блужданий и духовное очищение. Восточноевропейская равнина – самая населенная из физико-географических стран России. Давление на природу здесь наибольшее.
Заповедники и национальные парки являются островками дикой природы, теми здоровыми клетками, которые обеспечивают жизнь всего организма. Кавказ – горная страна, протянувшаяся более чем на 1100 километров между Черным и Каспийским морями. Расположен в пределах Альпийско-Гималайского подвижного пояса с активными тектоническими движениями. Сформировался около 25 миллионов лет назад. Как и для других молодых гор, для Кавказа характерны резкие силуэты с острыми вершинами, еще не сглаженными эрозией. Здесь часты землетрясения и обвалы, в результате которых местные пейзажи постоянно меняются. Перегораживаются реки, образуются озера с чистейшей ледниковой водой. Такие, как, например, Бадукские в Тибердинском заповеднике. Им всего-то 100-200 лет. Да и весь этот мир находится в процессе становления, ведь горы до сих пор растут. Кавказ – самый крупный центр горного оледенения в России. Общая площадь ледников – около 2000 квадратных километров. Изменение их размеров – один из индикаторов глобальных перемен климата. В последние десятилетия их площадь неуклонно сокращалась, о чем свидетельствуют пустые долины, еще не так давно занятые ледником. Наиболее приподнята центральная часть Большого Кавказа. Здесь находится высочайшая вершина Европы Эльбрус. Его силуэт отличается правильной конусовидной формой, потому что Эльбрус – вулкан. Он образовался высоко в горах и вырос над ними относительно недавно, а две его вершины – это края кратера. Кавказские горы – родина крупнейших птиц России – грифов и сипов. Размах их крыльев достигает 3 метров, а вес – 12 килограммов, что близко к максимальному для летающих птиц. В полете они редко используют маховые движения, а чаще парят, ловя потоки воздуха широкими крыльями. Сипы и грифы относятся к роду крупных хищных птиц. Но охотниками в полном смысле не являются. Они падальщики. Даже на ослабленную добычу не нападают. Наоборот, терпеливо ждут, пока не появится запах разложения, если не очень голодные. Увы, недостаток кормовой базы падальщики ощущают даже раньше настоящих хищников. Сейчас по Кавказу не бродят большие стада диких животных, а домашний скот редко умирает своей смертью, да и его становится все меньше. Сипы и грифы поставлены на грань выживания. В Кабардино-Балкарии среди удивительных по красоте долин мы нашли одну крупную колонию сипов. Гнезда они строят на скальных выступах. Собственно, в полной мере колонией это назвать нельзя. Птицы могут прожить и парами, но удобных мест для существования не так много, поэтому они селятся по соседству. И, как бывает между соседями, среди них нередки конфликты. Сипы и грифы – неперелетные птицы. Живут возле гнезд зимой и летом. Торопиться им вроде некуда, и они могут выращивать своих птенцов дольше других птиц. И все же необычно видеть, с какой нежностью
родители заботятся о своих уже почти взрослых отпрысках. Когда он засыпает, самка даже укрывает его от яркого солнца своими большими крыльями. Впрочем, как оказалось, эта поза характерна для птиц. На востоке Кавказа, в Дагестанском заповеднике, находится самая большая дюна в Евразии – Сарыкум, высотой 250 метров. На ней мы увидели, как стаи сипов раскрывают крылья и подолгу сидят, обратившись к солнцу. Это не таинственный обряд, а гигиеническая процедура. С помощью ультрафиолета птицы избавляются от бактерий и паразитов. Рацион питания вынуждает падальщиков быть очень чистоплотными. Если на восточных окраинах хребта мы видели песчаные дюны, то склоны его западной оконечности, выходящие к Черному морю, самое влажное место в России. Здесь множество рек, озер, водопадов, и порой кажется, что сами камни сочатся. Облака с моря переваливают через не очень высокие горные хребты, затягивая склоны туманами. В тумане можно подобраться к очень осторожным животным, обитателям высокогорий, кавказским турам. Летом они сбиваются в стада по половому признаку. Взрослые самцы-рогачи составляют свою компанию. Самки с детенышами пасутся отдельно. В Кавказских горах ярко выражена высотная поясность. Нижние части склонов покрыты густыми широколиственными лесами со свойственной этому ярусу фауной. В укромных ущельях можно встретить растения, занесенные в Красную книгу – тисы и самшиты. Это реликты третичного периода, пережившие здесь эпоху оледенений. Да и сами деревья – долгожители. Тис ягодный может достигать возраста 4000 лет. Над уровнем леса начинаются субальпийские луга – буйство высокотравной растительности. Еще выше, в горах, начинаются заросли рододендрона кавказского. А выше идут альпийские луга. Их еще называют горной тундрой. Климат здесь суров, трава вырастает невысокая и образует ковер из цветов. В западной части хребта находится крупнейший в регионе и один из старейших в стране Кавказский заповедник. Он возник на территории, которая в конце XIX века была арендована для охоты царской семьи, поэтому места здесь практически не подвергались хозяйственной деятельности человека. Каждый год летом заповедник приглашает волонтеров для участия в учете копытных животных. Проводиться он должен одновременно по всей территории. Несколько групп, каждая из которых руководит научный сотрудник заповедника, отправляются по своему маршруту. Это уникальная возможность подняться на красивейшие горы, увидеть диких зверей, побыть наедине с девственной природой.
Если повезет, можно увидеть и стада зубров. Известно, что зубры на Кавказе были полностью уничтожены 90 лет назад. Однако эти существа не призраки. В середине прошлого века путем скрещивания беловежских зубров и американских бизонов ученым удалось получить жизнеспособную популяцию новых зверей. Зубры или зубробизоны освоились здесь, размножились и прочно заняли пустовавшую экологическую нишу кавказских зубров. Теперь их можно встретить не только здесь, но и восточней, на Домбае, который в переводе с карачаевского как раз и означает «зубр». Если зубры уже вернулись в места прежнего обитания, то другой зверь долго ожидал своей очереди. Когда-то переднеазиатские леопарды или барсы жили по всему Кавказу. Теперь они остались только на соседнем Иранском Нагорье. Несколько лет назад в Сочинском национальном парке возник центр, задача которого – восстановить исчезнувшую популяцию. Из Ирана и Туркмении были привезены несколько диких зверей. От них удалось получить потомство, которое и будут выпускать на волю на территорию Кавказского заповедника. Проект уникален. Нигде в мире еще не выращивали диких кошек для расселения. С хищником это сделать сложнее, чем, например, с зубром, потому что леопард опасен. И если он не будет испытывать страх к человеку, это может обернуться трагедией и для людей, и для него самого. Он станет легкой добычей для охотников. Осознавая все эти риски, ученые много лет изучали каждое поколение родившихся в центре котят и совершенствовали методики воспитания. И вот 15 июля 2016 года 3 выращенных в центре леопарда были выпущены в дикую природу. Это важнейшее событие не только для тех людей, кто участвовал в этой программе. Из Министерства природных ресурсов, Сочинского национального парка, Всемирного фонда дикой природы, но и для всего Кавказа. В родные горы вернулся один из самых легендарных жителей. Кавказ – один из красивейших регионов России. Соседство теплого моря и гор привлекают сюда множество туристов. И одной из главных задач местных заповедников и национальных парков становится организация экологического туризма, который дает навыки уважительного отношения к окружающей природе. Кавказ находится к югу от восточноевропейской равнины. На востоке от нее протянулись Уральские горы. Урал – горная система, протянувшаяся между восточноевропейской и западносибирской равнинами. Граница между Европой и Азией. Длина более 2000 километров. Время образования – 350-200 миллионов лет назад. Многие горы такого возраста уже превратились в равнины, а Урал стоит. Эрозия сгладила его вершины. Особенно сильным разрушением подверглась центральная часть – Средний Урал. Он представляет собой череду низких, изрезанных речными долинами хребтов. Здесь возникли удивительные ландшафты с каньонами, карстовыми пещерами и скалами.
Уральский хребет является одним из крупнейших водоразделов на континенте. Воды с его восточных склонов наполняют сибирские реки. С западных – реки восточно-европейской равнины. Но есть одна река, которая прорезала свой путь сквозь водораздельный хребет. Она начинается в Азии, а заканчивается в Европе. Это Чусовая. Пробившись сквозь горы, река оставила вдоль своих берегов высокие скалы, ставшие главным ее украшением. Каждый имеет свое название, данное еще 200-300 лет назад, когда по реке сплавляли полезные ископаемые, добытые из недр Урала. Скалы отличаются не только формами и размерами, но и структурой. Одни напоминают башни. Это постройки кораллов, живших в теплом море, плескавшим здесь свои волны миллионы лет назад. Другие, похожие на крепостные стены и, как из кирпичиков, состоят из пластов, в чьих складках можно увидеть всю геологическую историю Урала. Именно здесь шотландским геологом Мурчисоном был открыт последний геологический период палеозойской эры, который он назвал Пермским, по названию края. Скалы являются не только геологическими, но и ботаническими памятниками природы. На них растет немало эндемических и реликтовых видов. Подзолистые почвы местных лесов кислые, а здесь растворяющийся в воде мягкий известняк позволяет расти видам кальцифилам, свойственным даже степной зоне. Больше 100 лет назад, после постройки железной дороги, барки ходить по Чусовой перестали. Какое-то время по ней сплавляли лес, который рубили прямо вдоль берегов. Но и эта страница ее истории перевернута. Вдоль реки снова поднялись леса. Уже много лет Чусовая привлекает туристов-сплавщиков. Но дикие стоянки, костры, мусор портят ее берега. В Свердловской области был создан природный парк для сохранения Чусовой. Организованы удобные стоянки. Но вся река нуждается в заботе и охране. Недалеко от среднего течения реки находится небольшой хребет Басеги, состоящий из 3 гор. Его центральная вершина – самая высокая точка Среднего Урала. Высота небольшая, около 1000 метров. Но гора величественно возвышается над морем хвойных лесов. На вершине Среднего Басега находится группа исполинских фигур, вытесанных за миллионы лет водой и ветрами. Это куски застывшей лавы, изливавшейся во времена образования хребта. Более мягкие породы давно смыло и развеяло в пространстве, а они стоят, пришельцы из других эпох. Но сколь бы ни были эффектны эти природные скульптуры, главной достопримечательностью басегов являются не они, а лес. Да, обычный лес, который, впрочем, не так уж обычен. За столетия освоения на Урале вся тайга была вырублена, и те леса, которые мы видим повсюду, какими бы дремучими они ни выглядели, вторичные. Только вокруг басегов остался участок девственной тайги или Пармы, как ее зовут на Урале.
Лес – это не только деревья, а сложная система взаимосвязи всех элементов – растений и животных. Чтобы вторичные леса восстановили былое богатство, должны пройти десятки, а то и сотни лет. Сегодня весь небольшой хребет является территорией заповедника Басеги. Одно из главных направлений его деятельности – экологическое просвещение. Урал – индустриальный район. Со времен Петра Великого здесь строили горные заводы, добывали полезные ископаемые. Многие из запасов на сегодняшний день вычерпаны. За нерентабельностью закрываются шахты Кизиловского угольного бассейна. Местные жители снова переходят на лесозаготовки, единственную на сегодня здесь работу. Трудно обвинять этих людей в потребительском отношении к природе. Но можно использовать ресурсы, не нанося непоправимого ущерба. Экологическое воспитание нужно начинать с детства. Часто из шахтерских городков привозят в заповедник группы школьников. Казалось бы, они и так живут в окружении лесов. Однако здесь им объясняют, чем отличаются вторичные леса от первичных. Как можно отличить луга, на которых шла косьба, от нетронутых. Ребята и сами могут поучаствовать в научной работе. Или зайти на настоящую гору. Красивая пирамидальная вершина – это Северный Басек. На него ведет экологическая тропа заповедника. Но всегда можно найти и более интересные маршруты. С вершины горы открываются далекие виды с одной стороны на Европу, с другой – на Азию. Поездка сюда – это не занудные сентенции об охране природы, а увлекательное приключение, радость открытия, преодоление препятствий. То, через что человек начинает понимать и любить родной край, уважать себя и других. Возможно, живой интерес в глазах ребят, их пытливость и любопытство – это то, что ведет и нас. По крайней мере, мы не хотим забывать об этих чувствах. Мы увидели, что разнообразие нашей природы определяется не только климатическими поясами, но и крупными формами рельефа, которые называют физико-географическими странами. Мы познакомились с теми из них, что лежат в европейской части России. За Уралом находятся еще 6 огромных стран – равнинных и горных, омываемых теплыми и студенными морями и находящихся глубоко внутри континента. Некоторые из них давно привлекают туристов, а других известно мало, и там есть места, где редко ступала нога человека. А это значит, что наше путешествие продолжается.